Друзья, привет! Я говорила в одном из предыдущих выпусков, что мои парижские истории закончились. Я ошибалась. Вспомнила еще одну. Эта история, или скорее, опять же, эпизод, произошла, когда я жила 2 года в Париже. Есть такой фестиваль, он французский, но международный, и он называется «Презанс». Это фестиваль современной музыки, на котором современные композиторы, которые пишут музыку в жанре симфоний, концертов и так далее, могут представить свои произведения. Часто, в общем-то, им не нужно их представлять, часто у них уже очень хорошая мировая репутация. И этот фестиваль проводится каждый год, и на него действительно приезжают самые крутые музыканты со всего мира, и там участвуют оркестры, музыкальные коллективы очень-очень высокого уровня. Это действительно мероприятие высочайшего класса. И я сейчас за этим фестивалем особенно так не слежу, но когда вот жила 2 года в Париже, оба года я на него ходила. И во второй год все было чуть похуже, а в первый год фестиваль проводился, во-первых, в прекраснейшем театре Шатле, в самом-самом центре Парижа. На него, конечно же, приехали, как обычно, самые просто сливки музыкального мира. И что тоже очень интересно, такой фактор дополнителей, все это было совершенно бесплатно. Такая красота, такой уровень, и все это бесплатно. Причем программа была очень интенсивная и очень насыщенная. Он длился неделю или 2 примерно, и каждый день было чуть ли не по 3 концерта, утром, днем и вечером. Мне все это было очень близко, и я в свое свободное время ходила, старалась на все концерты. И вот этот небольшой эпизод произошел во время такого одного концерта. Я пришла. Зал был уже достаточно полный. И я села примерно ряду на 5-м в правой части зала, то есть довольно далеко от центра, сбоку. На сцене был оркестр, и я, если смотрела прямо перед собой, могла видеть ту часть, которая сидит, так сказать, в задней части оркестра. Было где-то еще минут 10 до начала, и музыканты готовились. Как-то настраивали инструменты. И я сразу обратила внимание на 2 молодых людей, которые сидели прямо от меня по курсу. Это были 2 молодых человека, которые играли на гобое. Во-первых, что такое гобой? Гобой — это духовой такой музыкальный инструмент. Он считается одним из самых сложных, но, как правило, в оркестре он все-таки играет такую вспомогательную роль. Есть произведения специально для гобоя, там, концерт для гобоя с оркестром. Но обычно все-таки это инструмент не солирующий, в отличие, например, от скрипок. И еще есть такая особенность, скрипачи, они все-таки играют довольно много на протяжении концерта. А гобоисты, опять же, конечно же, не всегда, как правило, играют какую-то фразу, потом у них пауза, потом еще фраза, потом пауза. Так вот, почему же те 2 молодых человека, играющие на гобое, привлекли мое внимание? Потому что один из них сидел, просто молчал и настраивал свой инструмент. Второй, очень молодой, с тем первым разговаривал. И как он это делал? Он это делал настолько, с таким напором, так интенсивно. Он болтал, у него рот просто не закрывался. Это привлекло мое внимание. Хорошо, они готовятся, они делают все, что хотят. Начался концерт. И что вы думаете? Ничего не изменилось. Этот молодой гобоист играет свою фразу, потом у него, допустим, какое-то время перерыв. Он оборачивается к своему приятелю, было видно, что между ними дружеские отношения, и продолжает разговаривать. Я, честно сказать, была очень удивлена, потому что, хорошо, не на них, может быть, основной свет прожекторов, но они сидят на сцене, они сидят перед зрителями, и такое поведение, оно было вообще не камильфо. То есть сидит музыкант и просто без остановок болтает. Я подумала, какой невоспитанный молодой человек, как он некрасиво себя ведет. Тоже мне музыкант. Я была возмущена, и эта волна возмущения во мне росла. В течение всего часа, в течение первого акта ничего не изменилось. Он весь час просто проболтал. Я подозреваю, что он это делал, конечно, не в полный голос, а, наверное, шепотом, потому что иначе, я не знаю, его, наверное, попросили бы со сцены. Но, тем не менее, у него рот не закрывался.
Хорошо. Закончился первый акт, начался антракт. Основная часть музыкантов ушли со сцены, чтобы там отдохнуть. Габаисты остались. И, опять же, один сидит, молчит и слушает, второй — это просто какой-то словесный понос. Говорит. Начинается второй акт. Ничего не меняется. У меня уже это возмущение, оно переходит в какое-то невероятное негодование. Я даже уже не могла полноценно следить за концертом. Я вынуждена была отвлекаться, потому что он... Ну, видно было, как он разговаривает, как он жестикулирует. Это было очень необычно, и это было очень неприятно. Вообще, в контексте этой музыки. Хорошо. В какой-то момент, после всего этого бесконечного трёпа, вдруг он замолкает. То есть я прям вижу этот переход. Он болтает, рассказывает, видимо, про свои выходные. И вдруг он резко замолкает и сидит в такой довольно напряженной позе. Оркестр еще немножко играет. Они с коллегой играют какие-то свои фразы на гобое. И вдруг весь оркестр замолкает, полностью тишина, и раздается соло гобоя. И играет этот очень молодой человек. Никаких звуков, весь оркестр молчит, только гобой. Это было очень короткое соло, оно длилось секунд 10, может быть 15 максимум. Он его отыграл, также сидит, и потом очень-очень быстро весь концерт закончился. То есть буквально там, через 2 минуты. Все, концерт окончен. Аплодисменты, весь зал хлопает, дирижер кланяется, и дирижер начинает своей дирижерской палочкой указывать на тех, кто особенно отличился во время концерта. Когда он указывает на человека, человек должен встать, поклониться и сесть обратно. Он указывает условно на какого-то скрипача. Матерый скрипач встает, совершенно нейтрально, без эмоций, кланяется немножко, садится обратно. Дирижер указывает условно на какого-то трубача. То же самое, человек уже в возрасте, в общем-то, формально кланяется, садится дальше. И вдруг дирижер своей палочкой указывает на этого молодого человека. Молодой человек встает, я смотрю на него, и я вижу такой букет эмоций на его лице. Это такой спектр. Это радость, это абсолютное счастье. Он переполнен, его переполняет все самое светлое, его просто распирает. Он кланяется, садится обратно. И в этот момент по мне прокатывается просто мощнейшая теплая волна. И я вдруг понимаю, что же в эти последние 2 часа здесь происходило. Что я в итоге эти 2 часа наблюдала. А наблюдала я самую настоящую человеческую драму. Судя по возрасту этого молодого парня и судя по другим каким-то моментам, наверное, это было первое его выступление такого уровня. И очень-очень вероятно, что это было первое выступление такого уровня, где он должен был солировать. В течение очень маленького времени, но солировать. И как же он, видимо, волновался. Как же ему, видимо, было страшно. Как же он боялся. Как же он сидел на иголках. Как же он, наверное, внутренне умирал. Тем более, что, как назло, это соло было не в начале, а в самом-самом конце. Он просто, наверное, умирал. И единственная для него возможность не умереть и как-то хотя бы чуть-чуть выплеснуть это напряжение, это было через разговор со своим другом. Что он, в общем-то, и делал. Оба акта и все антракты. И потом, когда он сыграл, и хорошо сыграл, какая у него, наверное, свалилась гора с плеч. Как, видимо, это напряжение его вдруг отпустило. И сыграл он настолько хорошо, что даже дирижер его похвалил. И какая это была смена между вот этим невероятным напряжением и этой гордостью, счастьем, абсолютным человеческим счастьем. И как только я это поняла, естественно, мой негатив полностью улетучился, и я просто очень-очень-очень за него порадовалась. И я подумала, как же мне повезло, как мне повезло.
И даже не в том, что я пришла на этот великолепный концерт такого великолепного уровня в этом великолепном зале. Мне повезло, что я сидела на этом месте, и у меня была возможность под самым лучшим углом, в самом лучшем ракурсе наблюдать эту прекраснейшую, красивейшую, настолько человечную, светлую, добрую сцену от и до. Весь этот путь эмоций этого прекрасного молодого человека. Насколько же это было тепло и действительно человечно. И, конечно, основное, что я запомнила с того концерта, это ни в коей мере не сам концерт, а этот прекрасный, чистый, светлый габаист и все, что, как выяснилось, происходило у него в душе на протяжении всего этого концерта.